Друзья, с вами снова Андрей, и я рад приветствовать вас на канале Rustories, где мы продолжаем изучать русский язык по коротким рассказам. Сегодня рассказ про необычные свидания. Итак, поехали. Когда я был в Токио последний раз, я сидел в кафе со своей подругой. Рядом с нами стоял большой стол, за которым друг напротив друга сидели 3 парня и 3 девушки. Мы с подругой обсуждали ее жизнь в Японии и не обращали на них особенного внимания. Но потом эти ребята разом встали и поменялись местами. 2 девушки сели на сторону парней, а 2 парней пересели на сторону девушек. Тогда я понял, что это групповое свидание, потому что это одно из правил групповых свиданий в Японии. Вот так пересаживаться, чтобы перемешать людей и пообщаться поближе со всеми участниками. Название таких групповых свиданий в Японии – гакон. Я тихонько спросил у своей подруги: «Это гакон?» Она посмотрела на ребят и подтвердила мою догадку. Это был тот случай, когда я увидел групповое свидание собственными глазами. Раньше об этом явлении я только слышал. Групповые свидания проводятся с целью познакомиться и найти себе вторую половину. Потому что когда японцы начинают работать, то находятся на рабочем месте с утра до ночи, и познакомиться с кем-то, кроме сотрудников компании, у них просто нет возможности. Групповые свидания всегда проводятся 3 на 3. 3 парня и 3 девушки. Потому что 2 на 2 – это слишком мало, а 4 на 4 – это слишком много. Задача группового свидания как раз в том, чтобы общались все, и вшестером это проще организовать. Обычно есть главный организатор группового свидания, который находит участников и зовет всех навстречу. Находят они обычно друг друга с помощью сарафанного радио. Часто организатор парень. Он зовет своих друзей, предлагает им позвать своих знакомых и так далее. После такой переписки организатор точно знает, кто придет. Он же выбирает место и бронирует столик. Кроме этого, у организатора есть контакты всех участников свидания, потому что кто-то может быть знаком друг с другом, но большинство друг друга не знают. Групповое свидание делится на 5 этапов. Зайти в кафе, сделать заказ, рассказать о себе, поболтать, расплатиться. Обычно участники встречаются возле кафе. Перед тем, как зайти внутрь, надо познакомиться и представиться. Каждый говорит свое имя и запоминает имена всех остальных участников. Потом все заходят в кафе и рассаживаются. Садятся всегда друг напротив друга.
3 девушки с одной стороны столика, 3 парня с другой стороны столика. Затем надо сделать заказ. Меню отдают девушкам. Девушки выбирают напитки, и парни заказывают напитки себе и девушкам. После того, как принесли напитки, можно заказывать еду. На свидании действует правило, что парни платят за девушек. После того, как принесли еду, надо рассказать о себе. Первыми рассказывают почему-то парни. Обычно говорят про работу, хобби, увлечения. Причем в правилах есть совет: не кричать, разговаривать спокойным голосом. А когда девушки рассказывают о себе, надо обязательно смотреть на них и улыбаться. И не сидеть с безразличным и кислым лицом. На этапе общения обычно обсуждают работу. Кто откуда родом, говорят про еду, про университет, про школу, кто где учился. Причем следует позволять говорить девушкам больше, не перебивать их. Как раз во время этапа свободной болтовни можно поменяться местами и перемешать парней и девушек. На групповые свидания ходят, чтобы познакомиться, и, естественно, может случиться так, что у кого-то из участников возникли симпатии. Но, сидя за столом, просить контакты у того, кто тебе понравился, нельзя. Это не принято. Нельзя попросить контакты и у всех сразу. Это тоже считается неэтичным. Что можно сделать? Можно вернуться с группового свидания домой и попросить контакты понравившегося участника у главного организатора. Либо попросить контакты незаметно. Например, пока все выходят из кафе или одеваются. При этом, если у тебя тайно попросили контакт, то отказать тоже нельзя. Контакт придется дать любому участнику, а позже уже разбираться с тем, как прекратить общение, если партнер тебе не подходит. Вот такие строгие правила, друзья. Интересно, насколько эффективен этот способ. Буду рад, если вы напишите ваше мнение о сегодняшнем рассказе. Особенно, если сделаете это на русском языке. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели этот выпуск. Огромной вам удачи и пока!